Добрый день, участники проекта. Добрый день, зрители. Добрый день, все, кто будет смотреть этот ролик. Потому что это касается, этот вопрос, который мы сейчас затронем с вами вместе, касается не только проекта, но касается вообще жизни. Позиции жизненной, но и некоторым правилам, которые в бизнесе, да и не только в бизнесе, но вообще в делах нарушать нельзя. Не то, что не рекомендуется. Нельзя, да? Поэтому мы исходим из обиходности своей всегда, в своих действиях, из своего жизненного опыта и всегда считаем себя самыми умными. Что умнее нас никого в свете нет. И вот каждый раз открываем мир заново, а наши предки ржут над нами. И говорят, вроде же вот мы проходили это, вы же посмотрите на наш опыт. Нет. По граблям. Полным ходом по граблям. И вот одно из правил, основное правило, одно из многих. Ни в коем случае нельзя предвосхищать события. Как-то все время придерживался этого правила. Я говорю о собственном опыте. И насколько помните, он всегда говорил только о тех событиях, которые уже свершились. Но на определенном этапе возомнил себя, да, немножко выше. Ну и заявил буквально на днях, что вот мы отправим Ушемку в Китай вместе с Виктором Аристом. Вот мы сварим теплотрассу. Ну и карма прилетела молниеносно, дала подзатыльник. Сварщик заболел. Уже сварили. Но в силу объективных обстоятельств Виктор, Арестов и Даниэль улетели без Ушемки. Да, случайность это. Ну, можно было бы говорить, одно событие – это случайность. Два события, это уже, как говорится, система начинает просматриваться. А учитывая то, что существует поговорка, если ты хочешь насмешить судьбу, поделись с ней своими планами. Да? Не зря она у людей появилась, и не зря она циркулирует, существует. Поэтому вот 3 подряд – это уже система, закономерность. Поэтому я обращаю внимание, хотел бы обратить внимание всех и участников проекта, что не надо полагать себя намного выше, да? Ну, не будем говорить кого, да? И что за бороду Бога поймали там или еще что-то, вот уже возомнить себя властителем или правителем мира. Судьба догонит. Карма догонит обязательно. И вот одна интересная такая вещь. Если это урок, она тебе преподносит, она тебя бьет под затыльник. И расстояние между действием и реакцией кармы короткое, практически мгновенное. Догоняет сразу. Это урок. Что же бывает, когда карма хочет наказать, судьба хочет наказать? Между твоим действием и ее реакцией временной лаг достаточно большой. И у тебя уже нет возможности исправить то, что ты натворил. Ну, допустим, вот то, что сейчас случилось по теплотрассе, со сваркой, с Ушемкой, выводы сделаны, да? И надо крепче язык привязывать и держать за зубами. Это касается меня лично. Вывод сделан. А в отношении остальных я очень настоятельно рекомендую прислушаться к моим словам. Ибо вы полагаете, что вы сейчас вот тут можете делать все, что угодно, как угодно, тут сейчас это самое. Ошибаетесь.
Ошибаетесь. Догонят. Догонят, трахнет так, что захотите потом что-то исправиться. Или, как говорил мой приятель, друг, да, захочешь повеситься, не сможешь. Вот не сможешь. Даже если захочешь. Захочешь отыграть, не сможешь. Не надо полагать себя выше других. Потому что вот последнее время, ну, наверное, это вот сродни не украинцам, а хохлам, отдуревшим, да, которые считают, что они там супер-пупер властители мира вместе там с определенными личностями. Ну, прилетает же безбожно. Что будет потом? Вы знаете, я повидал миллионеров, крупных миллионеров, которые пальцы веером держали, а потом возле рынков сигареты стреляли. Вот они считали, что у них все можно. Были и те, которые шли на перехваты предприятий, потом карма их достигала, и лишались детей, имущества, всего. И синие стояли возле универсамов, потерял детей своих и все остальное, и уважение в обществе. Большие деньги – это небольшое счастье, как кому-то кажется. И деньги не заработанные, не заслуженные. Они даются человеку во испытание его для дальнейшего, если человек не справится с этим испытанием. Поверьте, догонят так, достанет, что ничего не захочешь. И вот все эти большие великие люди, где они? Вот сейчас исторический промежуток времени, если говорить о больших и великих, где Пугачев? Где Чубайс? Где многие? Что с ними? А это же какие фигуры были, монстры, да? А сейчас? А чем это закончится? И не страшна смерть. Страшно другое. Вот прежде чем наказать человека, карма лишает всего. Судьба лишает человека всего. Одумайтесь. Одумайтесь. Догонят. В жизни столько таких вот было героев. Страшно даже сказать. Где они? Не делайте глупости. Не делайте глупости. Это вам счастья не принесет. Как говорится, надо родиться не красивым, а счастливым. И если тебя исторически занесло куда-то в такое место, в такую ситуацию или в такой коллектив, где, казалось бы, вот ты все, Бога за бороду схватил, вы ошибаетесь. Дело в том, что развитие – это планомерный, поступательный процесс. Ребенок растет тоже поступательно. Так. Не бывает так, что башка выросла вот такая, да, а ноги были как две соломинки. Не бывает. Растет равномерно. И вот когда кто-то вылетает за границы, когда призываешь к разуму, и человек полагает, что я сейчас вот так, я вот так вот, да, вот, ну, вот как сейчас у нас некоторые процессы происходят с теми, с кем мы расстались. Они не понимают, что все это их догонит. Я не буду называть конкретно, поименно, но догонят. Поэтому все, кто рядом с проектом, не те, которые вот идут в проекте, а те, которые рядом, либо еще как-то, либо история занесла. Поймите одну простую вещь. Этот проект, он настолько охватывает много людей, что даже их, ну, скажем так, некоторые неодобрительные мысли могут так вам на хвост соли насыпать, что вы даже не представляете, чем это может обернуться. Не делайте зла людям, не получите в ответ. Берегите себя,
думайте, прежде чем что-то делать. И, как говорилось в одном произведении, рано в дорогих костюмчиках ходить начали, дорогие товарищи. Вот те, которые там пытались за счет проекта поживиться, ну, сейчас с арбитражом там разборки идут и так далее, да. Ну что, поживились? Поживились. Не испытывайте судьбу. Не будите лихо, пока спит тихо. Если с вами разговаривают нормальным языком, это не значит, что все обойдется. Ничего не обойдется. Берегите себя, будьте честны и ответьте себе в душе, насколько ты поступаешь по канонам. Потому что многие люди религиозные, следуют канонам, ходят в церковь, отбивают все как положено, но выйдя из храма, они оставляют храм за собой. Храма внутри нет. И это говорю я вам, коммунист, советский коммунист. Храм должен быть в душе. С наступающим Новым годом. Успехов вам, берегите своих детей и делайте все так, чтобы дети вами гордились. До новых встреч.